У нас сегодня очередное такое небольшое приключение. Приехали на край земли, можно сказать, на край острова. Здесь прям довольно дикое место. Вот такой вот странный резорт. Находится прям непосредственно на берегу моря. Сейчас будем смотреть. Выглядит довольно опасно. Не знаю, сейчас посмотрим. Потому что если будет какой-то сильный прилив, будет страшновато. Бобс Бич. Видите, здесь вода прям, собственно, вот здесь. И причем мы будем останавливаться в палатках, сидеть вот в таком домике, а ночевать в палатках. Сейчас посмотрим, где тут вообще, собственно, место для этих палаток, чтобы не утонуть ночью. Да, нам сказали, что палатку надо ставить прямо вот здесь на берегу, прямо вот здесь. Мы с Лори приехали первые, и сейчас ждем еще одну машину с ее друзьями. Там вроде как куча народу. Как лагерь разобьем, соответственно, естественно, я вам все покажу, расскажу. Сейчас идем на парковку. Немножко переживаю, потому что под пальмой машины, и там вот кокосы сверху. Надеюсь, они не упадут на машину ночью. Вроде не должны, вроде далеко, теоретически. Такую беседочку мы арендовали. Это чтобы здесь сидеть. А палатки мы сейчас будем ставить вот прям здесь вот на берегу. Нам сказали, что это максимальный уровень воды, и выше она не должна подняться теоретически. Ну, что делать? Поверим. Народу немного. Я думаю, что вот этот народ, он здесь не на ночь, как мы, а мы вот на ночь. И вот что интересно, что на том берегу это остров Белеран, который мы недавно посещали. Нам принесли сейчас бумажки. Это еще здесь, оказывается, еще и Wi-Fi здесь есть. Так что вообще красота. Палаточки уже установили. Народ подтянулся. С детьми там все как положено. Сейчас будем готовить ужин, кушать, купаться. Ну, почти готов. Сейчас нам надо заехать в магазин местный зачем-то. Не знаю, вот девочкам понадобилось ехать в магазин. Так вот, маленький городишко. Собственно, мы идем, спрашиваем всякие напитки. Здесь типа колы, может пиво немного. Везде есть баскетбольные площадки. Потому что баскетбол здесь очень популярная игра на Филиппинах. Такое вот интересное украшение из бутылок. Красиво. Еще есть такие вот качельки над водой. Фонарик. Сейчас уже темнеет, уже 6 вечера, и сейчас солнце уже село. Буквально еще там минут 20, и будет полная тьма. Решил покачаться на качельках. Чего бы нет. Так, а пока мы тут катались на качельках, ребята вон уплыли на лодке. На каяке. А ничего, в следующий раз тоже поплывем. Или завтра утром, может быть. Хотя сейчас, конечно, на закате тоже прикольно. Ну, конечно, что немаловажно и здорово, то, что мы сейчас остались вообще одни на этом пляже. Так что раздолье, тишина, спокойствие. Никто не поет, не орет песни в караоке. Море спокойное, тоже никого нету посторонних. Красота. Ну а мы сейчас отправляемся искупаться в море-океане. А потом уже тогда, наверное, пойдем к столу. Уже, если честно, проголодались, хочется кушать. Наконец-то дождались время ужина. Теперь самое время перекусить. Рис, шашлык, все как положено. Курочка
Очень пожалуйста, какая тяжелая жизнь у фрилансера. I don't know what they're talking. Да, все отдыхают, а мне вот заказчик прислал правки, и сейчас придется монтажить немножко, посидеть. Благо, я с собой взял ноутбук, так что сейчас быстренько поправлю и присоединюсь к ребятам. А пока я вношу, сижу правки, тут вот всякая живность повылазила. Из-под камней, из-под скамейки. Ходят тут, шуршат, гремят. Ребят, утро начинается. Красота, ребят. Что тут скажешь еще? Сейчас 5 утра. Приехала доставка хлеба. Горячий хлебушек. 5 утра. Такие вот булочки. Ароматные, кстати. Утро теперь уже полностью началось. Солнце поднялось. Кофе в стакане. Завтрак ребята готовят. Так что сейчас позавтракаем и будем еще купаться. И думаю кататься на каяке еще. Солнце вот закрыли беседочку. И там, собственно, будет завтрак. Сейчас пойдем вот на ту беседочку, которая на море. Лори хочет сделать пару фотографий красивых. Короче, сейчас такой прикол. Пришел хозяин этого резорта, попросил нас пофотографироваться, ну, типа попозировать на фоне его всяких реквизитов, на фоне его всяких достопримечательностей, надписей, там, качелей и все такое. И он презентовал вот футболочку своего резорта фирменную. Сейчас покажу. Так что вот Babs Beach Resort. Обязательно рекомендую к посещению. Оставлю в описании обязательно ссылочку на этот резорт. Очень крутое место. Рекомендую. Все бы ничего, но медуза укусила. Вот что. Ну, ничего как бы смертельного, конечно, но неприятно. Сейчас выпью, наверное, антигистамины на всякий случай. А вообще, здесь говорят, на прошлой неделе кубомедуз видели. А кубомедуза смертельная для человека. Они поставили здесь заграждение в виде сеток, там, чуть подальше от пляжа. Вот, но, вот, тем не менее, может, это маленькие кубомедузы были, я не знаю. Ну, короче, ну, прям нормально, как крапива. Так хорошо тяпнуло. Короче, всегда с собой беру аптечку. И в этот раз тоже взял. Так что сейчас пару таблеточек антигистаминного. Еще, чтобы разрушить стрекательные клетки, рекомендуется уксусом нанести. У меня тут первая помощь сейчас оказывается. Так что рекомендую, независимо от того, где вы отдыхаете, там Филиппины это или еще какая-то любая страна, или даже, там, не знаю, на Черноморском побережье, берите с собой аптечку, пригодится. Ну, надеюсь, что не пригодится, всем здоровья желаю, но как бы может пригодиться. И вот сколько здесь, 2-й год уже, и вот первый раз, как говорится, и воспользовался, но тем не менее воспользовался. Поэтому не забывайте о безопасности, всегда с собой берите аптечку. Так, ну теперь пора позавтракать. Так, у нас тут рис, мясо, ну, типа ветчины жареные, сосисочки, яишенка. И вот этот вот суп с курицей, с травой. Так что сейчас будем все это кушать.
Ну вот и мы отправились в путешествие на каяке. Лори у нас как рулевой. Завершается наше приключение здесь. Вот мы здесь все собрались для фамильного фото. Так что всем пока. Увидимся.